Многим, похоже, не нравится осуждение женщины за распущенность или беспорядочные половые связи. Говорят, что к мужчинам не применяются те же стандарты, и что если мачо или ловелас считается крутым, то шлюха – объект стыда. Но причин осуждать и смотреть свысока на распущенных женщин много. Первое. Когда женщина занимается сексом, она рискует забеременеть и столкнуться со всеми связанными с этим трудностями. Второе. У женщины в среднем либидо ниже, чем у мужчины, поэтому распущенная женщина – это явно женщина с гораздо более высоким либидо или даже нимфоманка. Это проблема, потому что такие женщины чаще изменяют и имеют множество возможностей для этого, учитывая, что женщине гораздо легче найти секс, чем среднему мужчине. Более того, это показывает слабый самоконтроль и неспособность держать себя в руках. И по такой логике, разумеется, получается, что люди, у которых либидо в среднем выше, то есть якобы мужчины, это люди с слабым самоконтролем и неспособностью держать себя в руках. Третье. Неприятный факт заключается в том, что некоторые мужчины, я не говорю, что все, потенциально жестоки и склонны к насилию. Но осуждать, конечно же, следует женщин. Четвертое. Мужчине гораздо труднее иметь секс со множеством женщин, тогда как женщине очень легко иметь секс со множеством мужчин. Почему? Поэтому средний мачо обычно привлекательный, харизматичный и ухоженный мужчина, тогда как средняя шлюха менее привлекательная, безрассудный и одержимый сексом наивный человек. И, наконец, еще один неприятный факт. Распущенные женщины часто слабовольны и нередко занимаются сексом со множеством мужчин ради одобрения или потому что слишком слабы, чтобы отказать. Хорошо, что мужчины не такие, что мужчины вообще не слабовольны и всегда могут отказать. Так что да, по моему мнению, совершенно разумно не хотеть быть с женщиной с большим количеством половых партнеров и не встречаться с такими. И это даже без учета ЗППП или того, что они якобы хуже формируют эмоциональную связь. И эти проблемы в основном не относятся к мужчинам. Схрена ли? По скриптум, похоже, я задел чувство нескольких снежинок, которые иронично пытаются назвать меня девственником за указание на базовые факты. Забавно, как осуждение распущенности считается ужасным, а осуждение девственности совершенно нормальным. Хотя это две стороны одной медали. И очень немногие люди смогли оспорить мои аргументы, так что думаю, я прав. Лол. Рада приветствовать вас, дорогие друзья. Сегодня мы с вами обсуждаем довольно интересное, противоречивое и абсолютно неактуальное, но почему-то до сих пор существующее явление сладшейминг. Рассмотрим неочевидные причины и жуткие последствия сладшейминга. Узнаем, что такое порно из мести, чем отличается сладшейминг со стороны бывших и что же на этот счет говорят ученые. Сладшейминг – это осуждение человека из-за реального или предполагаемого сексуального поведения. Это проявляется в социальных санкциях, таких как распускание слухов, социальная изоляция и оскорбление, например, шлюха. Эти оскорбления разрушают репутацию и лишают ценности личности. Иными словами, сладшейминг – это обвинение людей, чаще девушек, за то, что они слишком сексуальны. Он используется как повод для унижения, травли и преследования. Люди используют сладшейминг, чтобы возвыситься за счет унижения других людей. Примеры сладшейминга. Называть человека шлюхой. Унижать человека за откровенную одежду, независимо от того, что он на самом деле носит. Распространять слухи о чьей-то сексуальной жизни. Оскорблять человека за то, что он занимается сексом, независимо от того, правда это или нет. Обвинять жертву в насилии. Оскорблять человека за то, что он посещает венеролога или проверяется на ВИЧ и СПИД. Сладшейминг построен на мифе о том, что секс – это что-то грязное, аморальное, ненормальное, особенно если речь касается женщин. Главный посыл – женщинам нельзя наслаждаться сексом или проявлять сексуальность. Сладшейминг делает две противоречивые вещи. Сексуализирует женщин, то есть превращает их в объекты, а не в полноценных людей, и контролирует их тела, диктует, как им выглядеть, что носить, как вести себя. Сладшейминг имеет серьезные последствия. Он заставляет жить в страхе осуждения, мешает быть собой и наслаждаться полноценной жизнью, усиливает стыд вокруг темы секса, снижает вероятность того, что будут говорить о важном, например, о насилии. Мешает обращаться за медицинской помощью, например, тестироваться на инфекции или покупать контрацепцию. 4 апреля 2013 года канадская школьница Рита Парсонс совершила попытку
через повешение у себя дома. Ее нашли, когда она еще была жива, и попытались спасти, но она впала в кому. Спустя 3 дня врачи были вынуждены отключить ее от аппарата жизнеобеспечения, и она скончалась. За 1,5 года до трагедии, в ноябре 2011-го, тогда еще 15-летнюю Ритае было 4 парней на вечеринке. Один из нападавших сфотографировал и распространил этот снимок в интернете. Девочка подвергалась кибербуллингу и жесткой травле в школе. О ней распускали слухи, называли ее шлюхой, из-за чего ей дважды пришлось менять школу. Издевательства, депрессия и бездействие правоохранительных органов привели к трагическому финалу. Мать Ритаи, Ли Парсонс, стала известной правозащитницей, которая выступает за просвещение молодежи и борьбу с кибербуллингом. Другая история также связана с канадской школьницей. В 7 классе Аманда Тодд в видеочате познакомилась с мужчиной, который в течение года уговаривал ее показать грудь. В итоге она согласилась, мужчина сделал скриншоты. К слову, мужчине тогда было больше 30 лет. Спустя год он разослал всем ее фото. Семья также была вынуждена переехать. Шантажист, позже было установлено, что это гражданин Нидерландов, родом из Турции, Айден Кобан, создавал фейковые профили с фотографией Аманды, добавлял туда всех знакомых из новой школы и кидал им ее фотографию и ссылки на историю. Ей так пришлось сменить и 2-ю школу. Однажды на Аманду напала толпа из 15 человек. Ее подкараулили после школы, избили и сняли происходящее на камеру. Сделала эта девушка парня, который якобы изменил ей с Амандой. Изменил парень, а виновата та, с кем он изменил. Все логично. После этого случая Аманда выпила отбеливатель. Ее доставили в больницу и спасли. Вернувшись домой, она в интернете увидела насмешки над ее неудачной попыткой. Люди желали ей смерти и советовали выбрать другой отбеливатель. Семья снова переехала в надежде начать новую жизнь, но шантажист продолжал преследовать Аманду. В результате у нее развилась тяжелая депрессия. Она начала причинять себе вред. Несмотря на прием антидепрессантов и терапию, она совершала передозировки препаратами и попадала в больницу. 10 октября 2012 года Аманда Тодд была найдена в своем доме повешенной. В августе 2022 года, спустя 10 лет, суд присяжных признал преследователя Аманды виновным по всем пунктам обвинения: шантаж, преследование и хранение детской порнографии. Его приговорили к 13 годам тюремного заключения. Суицид Ритаи Парсонс и Аманды Тодд привели к ужесточению законов о кибербуллинге в Канаде и созданию фонда Аманда Тодд, который занимается образовательными программами по борьбе с травлей и поддерживает подростков с ментальными расстройствами. Одно из исследований показало, что наиболее осуждаемым считается формы поведения, связанные с экстравертностью. Например, если девушка разговаривает раскованно или проводит время преимущественно в мужской компании, это считается неприемлемым поведением. Кроме того, употребление алкоголя также является риском сладшейминга. Люди осуждают даже за хобби, особенно если они кажутся поверхностными и легкомысленными. Например, смотреть какие-нибудь шоу о беременности 16. В каждом социальном контексте существуют собственные негласные правила, которые регулируют отношения. Например, после какого свидания приемлемо поцеловаться или вступить в интимную связь. Несоблюдение этих сценариев повышает риск осуждения. Хотя термин сладшейминг появился в нулевых, сама идея очень старая. Еще в Древнем Риме женщин осуждали за добродетель и внешний вид. В 56 году до нашей эры Цицерон говорил, что незамужних женщин в провокационной одежде нужно считать проститутками. Популярность термин получил благодаря акции протеста Slut Walk в 2011 году, когда полицейский сказал студенткам, что они могли бы избежать
если бы не одевались как шлюхи. Слово «слат» существует с 15 века, правда, тогда оно означало неопрятную и бедную женщину, и только с 1960-х годов его начали использовать в значении «женщина, которая слишком любит секс», по мнению общества. В 20 веке слово «слат» начали активно использовать для подавления. Его применяли для преследования женщин, которые говорили о сексуальном здоровье и репродуктивных правах. Женщину оскорбляют, если она одевается недостаточно скромно, имеет много партнеров, открыто выражают свою сексуальность, является третьим лицом в измене или даже просто ярко красится. 2 года назад Бет Эшли написала книгу «Шлюхи. Вся правда о сладшейминге и что мы можем сделать для борьбы с ним». Она раскрыла всю суть этого явления. Первое и самое главное, сладшейминг – это социальный контроль. Осуждение женщин за активность исторически использовалось для контроля над их поведением и поддержания патриархального порядка. Женщины оцениваются не по личности и достижениям, а по чистоте и числу сексуальных партнеров. Во все времена девственность воспринималась как товар, который гарантирует верность и социальную ценность женщины. Мужская ценность никогда не ограничивалась подобными рамками. Сладшейминг приводит к стыду, тревоге, низкой самооценке и страхе честно говорить о себе. Женщины вынуждены скрывать свой сексуальный опыт, боясь, что это может навредить их отношениям или карьере. Сладшейминг на 100% состоит из сексизма и двойных стандартов. И мужчины, и женщины сладшеймят других женщин, однако их мотивы различаются. Мужчины используют сладшейминг как способ контроля женской сексуальности и обеспечения верности партнерши. Женщины это делают от страха, чтобы отвести от себя внимание, чтобы самоутвердиться, чтобы быть хорошенькой, чтобы выжить в этом патриархальном мире. Причиной также является внутренняя мизогиния и навязанное восприятие других женщин как соперница, драгоценная, мужское внимание. У меня есть видео про Pick Me Girl, которое подробно объясняет, как работает этот механизм. Обязательно посмотрите. Но на самом деле все же меньшинство женщин проявляет сладшейминг. Как раз таки наоборот, в основном женщины выступают за борьбу с ним. А мужчины в этой критике в основном не были замечены. Сладшейминг – это форма буллинга, в том числе и кибербуллинга. Особенно опасно то, что ему подвергаются девочки-подростки. Последствия хорошо задокументированы. Негативные эмоции, депрессия, трудности в учебе или вообще ее прекращение, суицидальные мысли, проблемы в отношениях, злоупотребление алкоголем, табаком и другими веществами. Порно из мести. Еще одной областью уязвимости является распространение эротического контента с участием человека, без его согласия, разумеется, с целью его унижения. Хотя эта практика распространена по всему миру, в патриархальных обществах она имеет особенно трагические последствия. В 2009 году Муталик, представитель правой консервативной индуистской партии в Индии, заявил, что сами женщины виноваты, поскольку они испорчены современными технологиями. Их неправильное использование мобильных телефонов делает их распущенными. В такой логике распущенность уже связывают не с сексуальным поведением, а с присутствием женщин в цифровых пространствах. Видимо, я не знаю, он имел в виду, что женщины должны в интернете только рецепты ужина смотреть, а не в Твиттере сидеть. И это, безусловно, приводит к тому, что, по его логике, женщин просто не должно существовать в социальных сетях. Они должны быть изолированы от общества и общаться только с мамочками на детской площадке. Очень круто. В ответ на это огромное количество индийских женщин выступили против гендерных и культурных стереотипов, запустив в Фейсбуке кампанию Pink Chadi – розовые трусы. Участницы создали Love Сена, армия любви. Они собирали розовые трусы и отправляли их в штаб партии. Довольно быстро
Эта армия любви набрала 58 тысяч участников. Исследователи отмечают хрупкость публичного пространства для женщин. Даже взгляд мужчины может превратить социальную ситуацию в интимную и уязвимую. Поскольку мораль женщины традиционно считается символическим капиталом мужчины, способом ее защиты становится приватность. Таким образом, женщин просто изгоняют из публичных пространств, в том числе и цифровых. Ну или как минимум ограничивают их присутствие. Сладшейминг со стороны бывших. Ретроактивная ревность – это когда человек постоянно думает о прошлых отношениях своего партнера. Обычно это связано с низкой самооценкой. Люди пытаются понять, кто бывшие парни или девушки их партнеров, какие они, проверяют соцсети, постоянно думают о них. Вместо того, чтобы наслаждаться настоящей близостью, человек с ретроактивной ревностью вынужден постоянно возвращаться к анализу деталей прошлых отношений своего партнера. Это может привести к циклу тревоги или даже ОКР. Однако не всегда эта ревность связана с низкой самооценкой. Иногда причина коренится в чем-то более зловещем. Один мужчина на Reddit написал, что не может перестать думать о 2 случайных связях его нынешней девушки. Узнав это, я почувствовал удар в живот и испытал крайнее отвращение, гнев и разочарование. Вдруг я почувствовал отчуждение от нее. Он добавляет, что никогда не видел в своей партнерше вульгарного поведения, что она всегда была доброй, честной и вдохновляющей, но он не может перестать зацикливаться на тех связях. Другой мужчина жаловался, что его партнерша слишком долго не переходила к сексуальным отношениям с ним, хотя предыдущим партнерам давала гораздо быстрее. Я бы понял, если бы пришлось ждать. Я считаю, что такое стоит оставлять для серьезных отношений и для кого-то, с кем действительно есть связь. Но я чувствую себя обманутым, когда она давала это другим так быстро, а меня заставляла ждать. Боже, где мой тазик? Некоторые комментаторы подтверждают его мнение. Зачем мириться с такой женщиной? Быстро давала другим, а тебя заставлять ждать? Брат, мои соболезнования, если останешься с ней, брат. Другой мужчина оправдывал свою измену из-за того, что в прошлом, до встречи с ним, у его партнерши была связь на 1 ночь. А женщина пишет, что ее партнер сказал ей, что ему стыдно, что она его девушка из-за нескольких флиртов до него. Комментариев о том, что женщины менее ценны из-за своего опыта, много. И они, к сожалению, не только в маленьких сообществах по типу Reddit, но и в других социальных сетях и, конечно же, в реальной жизни. Как говорит Бет Эшли, общество давно заинтересовано в контроле женской сексуальности. Исторически сексуальное поведение женщин связывалось с их ценностью в системах, где приоритет отдавался мужской власти и наследованию. Девственность рассматривалась как товар, символ чистоты и гарантия верности, особенно в культурах, где наследование и отцовство были центральными для социального и экономического порядка. Эти взгляды, хоть и архаичны, поддерживались религией, СМИ, рекламой и образованием, поэтому они сохраняются и сегодня. Не секрет, что женоненавистничество сегодня широко распространено. Молодые мужчины чаще, чем бэби-бумеры, заявляют, что феминизм принес больше вреда, чем пользы. Бет Эшли говорит, феминизм бросает вызов традиционным гендерным ролям и отвергает идею, что ценность женщин связана с ее сексуальностью. А секс-позитивность поощряет женщин принимать и праздновать свою сексуальную автономию. Оба движения нарушают патриархальный статус-кво, вызывая сопротивление у тех, кто чувствует угрозу от этих изменений. Сладшейминг нередко используется и для обесценивания труда женщин. Тейлор Свифт рассказала о негативном внимании, с которым она столкнулась из-за своих отношений. Когда мне было около 23, люди буквально сводили меня к сексу, делали слайд-шоу моей личной жизни, добавляли туда людей, с которыми я просто сидела рядом на вечеринке один раз и утверждали, что мои песни – это не талант и мастерство. По сути, это способ полностью обесценить этот навык, используя то, что люди в самые темные времена любят делать – осуждать женщин за их личную жизнь. Со мной это случилось в очень молодом возрасте, и это было тяжело. Она также рассказала о трудностях,
трудностях, с которыми сталкиваются женщины в индустрии. Мне кажется, люди не понимают, как легко сделать вывод, что женщина-артист якобы делает что-то неправильное просто потому, что хочет любви, денег и успеха. Женщинам не позволено хотеть этого так же, как это позволено мужчинам. В Америке есть шоу «Холостячка». Несколько лет назад его участницей стала модель и телеведущая Ханна Браун. Позже Ханна рассказала, как ее подвергали сладшеймингу из-за участия в этом шоу. Я сижу рядом с людьми, которые знают меня лучше всего, и думаю, как я вдруг стала той самой девушкой про секс. Ведь я поцеловалась всего с 5 парнями, а секс был только в 2 моих серьезных отношениях. Первый раз у меня был в колледже. Я не была тем, кого можно назвать распущенной, а теперь меня за это стыдят. По словам Ханны, все началось с того, что зрители увидели, как она целуется с 3-4 парнями во время шоу. Звезда подчеркнула, что такая критика неприемлема, ведь шоу о поиске человека, с которым у тебя будет совместимость во всех аспектах. Это просто неправильно, потому что шоу о поиске мужа, а часть отношений и брака – это физическая близость. И если я хочу целоваться с парнем, я буду это делать. Да, вы также знаете наверняка, что у нас есть такое же шоу, но про мужчин, «Холостяк». В основном участники, мужчины, и сосутся там с кем хотят, но, разумеется, никто и никогда их за это не осуждал. Женские стереотипы приводят к тому, что открытое раскрепощенное поведение, например, танцы, флирт, яркий макияж, открытая одежда, откровенные фотографии, секс вне стабильных отношений или явное выражение сексуального интереса оценивается негативно. Что интересно, критика и осуждение часто не связаны с реальным поведением, а формируются на основе субъективной оценки окружающих. Более того, критерии этой дискриминации нестабильны и размыты, потому что значение этого клейма постоянно меняется в ходе социальных взаимодействий. В выпуске про мизогинию я уже говорила, но повторюсь. Ставь лайк, если тебя называли шлюхой, когда ты была девственницей. Сладшейминг особенно разрушителен, когда он выражается в скрытой форме, через намеки, слухи и косвенную критику. Он также зависит от возраста. Подростков осуждают за потерю девственности, молодых женщин за распущенность, а взрослых женщин просто за наличие сексуальной жизни. Лично меня моя мама называла шлюхой за то, что я рассталась с парнем. Это были мои вторые отношения, а для нее 2 отношений – это уже много. К слову, она вышла замуж за моего отца, абьюзера, в довольно раннем возрасте и прожила с ним 10 лет. Она не могла уйти из этих абьюзивных отношений, поэтому ей буквально пришлось совершать побег. Я хорошо помню, как она тайком проносила вещи к своей подруге, чтобы в один день совершить побег. А если бы мама его не совершила, вряд ли она сейчас была бы жива. И, видимо, моя мама предпочла бы, чтобы я прожила несчастливую и, вероятно, короткую жизнь с тем человеком, с которым я рассталась, но лишь бы никакой сосед, никакой Вася Пупкин не подумал, что я шлюха. Сладшейминг, практически как и все явления патриархата, по-разному проявляются в зависимости от класса. Мужчины любого класса и женщины высокого статуса меньше подвержены риску, у них больше возможностей для экспериментов и низкий риск осуждения. Женщины низкого класса больше подвержены дискриминации. Людей, переживших насилие, часто обвиняют в том, что они его спровоцировали. Их обвиняют за макияж, за одежду, за то, что они были слишком пьяны, или за то, что они, например, не следили за своими напитками. Это явление хорошо известно как victim-blaming. Victim-blaming тесно связан с убеждениями о врожденной женской морали, которая исходит из тела женщины. Поэтому любое отклонение от стереотипных ожиданий воспринимается как возмутительное. Акцент на одежде и внешности часто используется как доказательство вины женщины, пережившей сексуальное насилие. Вот вам выставка одежды жертв сексуального насилия.
Конечно, говоря о виктимблейминге, нельзя не упомянуть тему, а почему же она сразу не заявила в полицию, а только лишь спустя годы решила рассказать об этом в интернете? Если вы спрашиваете такое, то ваш вопрос и является ответом. Страх обвинения и стыжения препятствует тому, чтобы пострадавшие от домогательств обращались за помощью. Исследуя реакции женщин на сексуальное насилие, ученые выявили основные эмоциональные трудности: избегание, чувство вины и сомнения относительно раскрытия информации, затем наступает пробуждение и, наконец, поиск помощи. Этот процесс может длиться от нескольких часов, наверное, в лучшем случае, до нескольких лет. Иногда женщины, да и мужчины тоже, в последнее время мужчины чаще начали говорить о домогательствах со стороны других мужчин. Иногда люди не доходят до этапа поиска помощи. Они пытаются подавить боль, испытывают вину и стыд, сомневаются, стоит ли сообщать о произошедшем, и не знают, кому и когда это сделать. Анализ 19 исследований позволил выявить два основных фактора сладшейминга: гендерные нормы и двойные стандарты. Гендерные нормы – это социальное представление о том, как мужчины и женщины должны себя вести. Гендерные нормы усиливают дихотомию шлюха-девственница, или иначе это называют мадонна и блудница. Например, женщина, которая носит с собой презерватив, может считаться шлюхой, хотя она просто заботится о своем здоровье. Контроль над собственной сексуальностью, например, наличие презерватива, считается свойственными мужчинам. От женщин ожидается незаинтересованность и неосведомленность о сексе, хотя как раз таки в основном женщины о нем больше осведомлены. Например, по моему опыту общения, в основном мужчины не в курсе, что если они заразят кого-то ВИЧ, то они понесут уголовную ответственность. Согласно двойным стандартам, мужчины и женщины могут демонстрировать одинаковое сексуальное поведение, но оцениваться по-разному. Женская сексуальность осуждается, а мужская одобряется. И не надо, пожалуйста, мне говорить, что если женщина будет вести себя сексуально, я никогда не буду ее осуждать, мне же это только нравится. А что, если она это сексуальное поведение проявляет не к вам? Случайные связи и множество партнеров считаются допустимыми для мужчин и неприемлемыми для женщин, поскольку женская сексуальность воспринимается как пассивная и возможная только в стабильных отношениях. Женщины априори лишены возможности говорить о своих желаниях и прошлых связях. Еще один аспект двойных стандартов – представление о естественных желаниях. Считается, что мужчинам от природы свойственна сексуальность, а женщинам нет. И таким образом сексуальность становится привилегией мужчин. Сладшейминг коварен и тем, насколько мы, девушки, к нему привыкли. Исследование показало, что сексуальные оскорбления и стыд впервые переживаются в родительской семье. Участников попросили рассказать о своем опыте сладшейминга, и чаще всего они говорили о матерях. Как отмечают исследователи, клеймо шлюхи настолько разрушительно для будущего девочки, что родители, чтобы защитить репутацию дочери, готовы пренебречь ее психологическим здоровьем и личной свободой. Родители хотят обезопасить своих дочерей, даже если для этого придется им говорить, что они выглядят как шлюхи. Мужской взгляд и чувство гипервидимости. Женщины принимают навязанный стыд за себя, что плохо влияет на их отношение к своему телу, сексуальности и соблазнительности. Несколько девушек рассказали, что после уничижительных замечаний они не решались пользоваться определенной помадой или носить определенную одежду. Особенно взгляды пожилых мужчин заставляют чувствовать себя некомфортно и даже унижают. Камила, одна из участниц исследования, говорит, что ей стыдно быть объектом сексуального желания для людей, с которыми у нее нет и не может быть интимных отношений. Прежде всего, она беспокоится, что ее одежду истолкуют как желание привлечь внимание. Например, она бы предпочла не носить лифчик, но не решается это делать. Несколько участниц исследования также рассказали, что считают привилегией быть не слишком пышнотелыми и особенно иметь небольшую грудь. По их мнению,
более пышнотелые женщины привлекают больше внимания, и их внешность считается более вызывающей, считается независимо от их одежды или макияжа. Как и в случае с сексуальным насилием, стыд за собственное тело имеет такие же практически негативные последствия: злоупотребление психоактивными веществами, расстройство пищевого поведения, членовредительство, незащищенная половая активность и многое другое. Cocktails. Сегодня мы с вами поговорим о таком не очень распространенном названии cocktails, но на самом деле у него полно синонимов, которые вы наверняка слышали. С английского слово cocktails переводится буквально как дразнилка для члена. Это уничижительный сленговый термин, которым называют женщин, которые якобы ведут себя сексуализированно, намеренно возбуждают мужчину, но не планируют доводить дело до полового акта. Но мне вспоминаются слова «Динамо» и поговорка «возбудим и не дадим», что-то такое. Если шлюхой называют за наличие сексуального опыта или активного поиска, то cocktails называют за отказ в сексе, когда внимание мужчины уже было привлечено. Обвинение женщин в том, что они cocktails, стоит на 3 китах. Первое. Если женщина красиво одета или просто сексуально соблазнительно выглядит, это уже воспринимается как согласие или даже обещание секса. Охуеть. Второе. Возбуждение мужчин накладывает на женщину обязательство завершить начатое. Ее желание или нежелание в расчет не берутся. Отказ от секса в такой ситуации воспринимается не как ее право, а как манипуляции, обман или жестокость. И зачастую люди даже используют это для оправдания изнасилования. Страх прослыть cocktails заставляет женщин постоянно мониторить свою одежду, то есть гипербдительность, избегать любой формы флирта, заниматься сексом через силу, только бы ее не посчитали Динамо, и чувствовать вину за отказ и за свою сексуальность. Людей осуждают не только за то, что они делают, но и за то, чего они не делают. Сладшейминг направлен и на тех девушек, которые выглядят холодными, отстраненными или менее нежными, их называют фригидными. Почему-то мужчины очень часто прибегают к сладшеймингу после отказа. Еще жизнь в маленьких городах или поселках усиливает, увеличивает риск, потому что в таких местах гораздо сложнее изменить свою репутацию. Еще одним фактором сладшейминга является процесс гиперсексуализации, из-за которого любое поведение считается сексуальным. Например, какое-то хорошее, вежливое общение, комплимент коллеге или другу считается флиртом. У меня была недавно такая ситуация, это так смешно было. Один мужчина считал, что я с ним флиртую и посылаю ему двойные послания, потому что словами я ничего не говорю, словами я веду себя вежливо и на дистанции, но при этом ношу короткие юбки и не ношу лифчик. И он считает это флиртом и считает, что я с ним играю в какую-то игру. К слову, погода у нас плюс 30. И лифчики я не носила и за 10 лет до встречи с ним. Как же бороться со сладшеймингом? Уважать сексуальную автономию женщин и не осуждать их за выбор. Обучать общество гендерному равенству и критическому мышлению о двойных стандартах. Поддерживать женщин, пострадавших от сладшейминга и виктимблейминга. Осуждение женщин за сексуальность – это не моральный вопрос, а социальная практика, направленная на поддержание патриархата. Освободиться от него можно через образование и разрушение стереотипов. Ну а на этом все. Я очень вас прошу, умоляю, пожалуйста, подпишитесь здесь и в телеге, и maybe на Бусти, если есть желание немножко задонатить. Я вам просто напоминаю о таком праве. Спасибо всем.
Ставьте лайк и дизлайк тоже, если хотите. Ставьте, пишите комментарий. И много комментариев, хороших, плохих. Я всегда за то, чтобы посраться в комментах. Вот приглашаю вас во все свои соцсети и во все свои другие видеоролики. Прошлые и будущие. Скоро нас с вами ждет много контента. Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.